Если вы подписаны на мой канал, то, наверное, видели мою головоломку, которую я назвал Upshift Downshift. Я не думал, что она кого-то серьезно заинтересует. В этой головоломке мне были интересны в первую очередь инженерные задачи. Хотелось сделать так, чтобы круги хорошо вращались. Но на эту головоломку обратил внимание Оскар Ван де Вентер. Он предложил внести в конструкцию изменения. И благодаря этому получилась целая серия из нескольких головоломок. Для начала я расскажу, что у всех этих головоломок общего, а потом об особенностях каждой. У всех головоломок центральный круг вращается независимо, а два крайних круга поворачиваются одновременно, но не синхронно. Вот как выглядит обратная сторона моей первой головоломки. Две крайние шестеренки имеют соотношение 1 к 2. Когда большая шестеренка делает полный оборот, малая шестеренка делает 2 оборота. Давайте теперь вернемся к лицевой стороне головоломки. Как вы уже поняли, две крайние шестеренки соединены соответствующими центральными плитками. Когда большая шестеренка поворачивается на 60 градусов, малая шестеренка поворачивается на 120. Из-за этого круга, к которому прикреплена малая шестеренка, три разреза не будут задействованы. Мы не сможем повернуть центральный круг. Я немного изменил дизайн по сравнению с первым видео. И теперь пластиковые стикеры у ненужных разрезов имеют другую форму. Переходим ко второй головоломке. Оскар предложил мне использовать криволинейные шестеренки. В этом случае круги тоже поворачивают несинхронно, но эта несинхронность, в отличие от моей первой головоломки, не линейная. Количество неиспользуемых разрезов сократилось до 2, по одному на каждом круге. Но дизайн головоломки мне не понравился. Новые шестеренки очень сильно выступают за пределы рамки. Я даже подумывал сильно увеличить размеры рамки. Но в итоге оставил как есть, но придумал новый вариант с использованием 3 шестеренок от Оскара. Здесь наоборот, при масштабировании шестеренки были меньше рамки, и поворачивать круги было не очень удобно. Поэтому я добавил к средней шестеренке большое колесо, с помощью которого теперь удобно поворачивать крайние круги. Но вот незадача. С 3 шестеренками количество неиспользуемых разрезов увеличилось до 4. И тогда я спросил у Оскара, сможет ли он смоделировать такие шестеренки, чтобы они сохранили нелинейность, но при этом все разрезы были легитимны. Как вы уже наверняка догадались, Оскар смог. Он прислал мне чертеж 2 разных, очень сложных двухслойных шестеренок. Я не могу сейчас показать вам их полностью. Так же, как и в предыдущей головоломке, я добавил колесо для удобства вращения. Тем более я не могу объяснить их конструкцию. Возможно, Оскар сам позднее объяснит, как он придумал и смоделировал их. Для этой головоломки я решил добавить буквы в центральные стикеры, чтобы вы в полной мере смогли оценить то сумасшествие, с которым поворачиваются круги. Итак, начальная позиция А в правом круге, напротив нее А в левом круге. Я буду поворачивать правый круг на 60 градусов, а вы наблюдаете за парами букв, которые будут образовываться. Б ни с чем не соединяется. С, Д, Е, Ф, Б.
А теперь то же самое быстрее. По просьбе Оскара я сделал другой вариант центрального стикера. Где буквы расположены не по алфавиту, а так, чтобы одинаковые буквы при поворотах оказывались друг напротив друга. Так будет проще решать головоломку. И хотя у меня почти закончились цвета пластика, я напечатал еще один вариант. Шестеренки здесь используются такие же, как и в предыдущей головоломке, но расположены немного по-другому, и вращение одного из кругов происходит равномерно. Оскар в своих видео всегда в конце задает зрителям вопрос. Давайте я тоже продолжу его традицию. Подумайте и предложите другие подобные головоломки, где можно было бы применить похожие неправильные шестерни.